Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать классную самоделку из пустого баллона от пены. При помощи плоскогубцев нажимаем на клапан и убеждаемся, что баллон пустой. Далее ножовкой по металлу нужно отрезать горлышко. Сам баллон выбрасываем, нам нужно только горлышко. В клапане, через который поступала пена, нужно просверлить сквозное отверстие. Также проделываем отверстие по 4 сторонам от горлышка. Это горлышко пока откладываем в сторону и берем еще одно такое же. Со второго горлышка нужно полностью удалить клапан. Металлическую часть вырезаем при помощи гравера. Вот так вот должно получиться. Далее нам понадобится 20-кубовый шприц. Вынимаем поршень и вклеиваем шприц в горлышко. Теперь берем второе горлышко, наносим клей на носик шприца и вставляем его в клапан, в котором мы делали отверстие. При помощи болтов и гаек соединяем два горлышка. Сбоку колбы нужно просверлить небольшое отверстие. Теперь вставляем поршень и пока откладываем это в сторону. Далее берем иголку и отрезаем от колпачка небольшой кусочек. В колпачке нужно проделать сквозное отверстие. Теперь возьмем мягкий отрезок медного провода и заводим его в отверстие в шприце. Провод нужно сложить вдвое, скрутить его, завести в колпачок, а затем завязать узел. Подобрав подходящего размера пластмассовый стержень, наносим на него клей и вставляем в колпачок. Обратную сторону стержня вставляем в клапан, и на этом этапе самоделка завершена. Теперь вынимаем поршень и заливаем внутрь растворитель. Вставляем поршень обратно и переходим к испытанию самоделки. Ну и как вы поняли, это получилось устройство, с помощью которого можно промывать пистолет от пены.
Нужно просто накрутить горлышко на пистолет и выдавить растворитель со шприца. Самоделка работает отлично, сделать ее несложно, и это намного дешевле, чем покупать баллоны для промывки пистолета, которые после первого же использования начинают травить. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока!